Добрый день, дорогие друзья, перематывать данный видеоролик к редактированию адреса доставки нет никакого смысла. Данное видео требуется досмотреть без перемотки с начала и до конца. А также убедительная просьба ставить лайки ближе к концу ролика, так как лайки, поставленные в начале ролика, YouTube списывает, считая это накруткой. На данный момент прошло огромное количество времени для поиска нового способа заказа с AliExpress в Крым. И на это было потрачено более 15 тысяч рублей на заказы от 40 до 100 рублей, но естественно данную сумму AliExpress обязательно вернет. А способ заказа был найден крайне простой. И при заказе 8 заказов в разных магазинах, все 8 заказов прошли, из которых 4 заказа были уже отправлены, а 4 заказа из них ожидают отправки. И самый интересный заказ был именно первый, это расческа за 324 рубля. И если перейти в раздел подробнее, то можно увидеть, что моя фактическая оплата была только 74 рубля и 49 копеек. А остальные 250 рублей в моем заказе мне оплатил AliExpress в качестве морального ущерба за создание данного нового аккаунта. В данном ролике мы пройдем весь путь с AliExpress в Крым и совершим фактическую оплату нашего заказа с применением данного промокода на 250 рублей. Также напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, в котором делюсь со всеми купонами и промокодами для AliExpress. Нас уже более 2000 человек, обязательно подписывайтесь на канал. Друзья, на данный момент остановился на самом надежном и легком способе заказа с AliExpress в Крым. Это в первую очередь создание нового аккаунта AliExpress. Но перед этим надо обязательно открепить свою банковскую карту от старого аккаунта AliExpress. И более ничего в старом аккаунте трогать не стоит. Открепить свою банковскую карту от старого аккаунта стало очень удобно через приложение AliExpress. Для этого в приложении AliExpress переходим в раздел «Мой профиль» и в разделе сервисов входим в кошелек. Далее «Мои банковские карты». И именно на данной странице хранится сохраненная банковская карта. Надо обязательно ее открепить, чтобы можно было воспользоваться картой уже в новом аккаунте AliExpress. Далее рекомендую установить браузер Opera. Это, естественно, делать не обязательно, но данный браузер в стандарте скачивается уже с установленным VPN протоколом, но делая заказы даже не включал VPN протокол. После установки данного браузера Opera надо перейти в настройки и включить VPN протокол. И на этом наш VPN протокол в данном браузере, как мы видим, включен. Ссылку на данную страницу оставлю в описании. Далее переходим к созданию электронной почты. Создавая данную почту, совершенно не обязательно привязывать номер нашего мобильного телефона. А выставляя дату рождения, возраст должен быть не менее 18 лет. Ссылку на данную страницу также оставлю в описании. Нажимаем «Создать аккаунт». Вводим свое имя. Далее фамилию. Как мы видим, почта сама нам подобрала данное имя, и нас это устраивает. Далее нам нужно придумать пароль и в соседней графе подтвердить его, то есть продублировать. Ввели пароль, далее рядом еще раз его ввели и нажимаем кнопку «Далее». Далее, как видим, просят ввести номер телефона, но написано не обязательно, мы его вводить не будем. Дальше резервный адрес электронной почты нам также не нужен. Дата рождения нужно быть аккуратным и выставить, чтобы нам было не менее 18 лет. Например, 12 мая 1980 год и пол. И также нажимаем кнопку «Далее». Принимаю. Теперь переходим на AliExpress и проходим регистрацию. Нажимаем «Регистрация», «Зарегистрироваться по e-mail». Ну а для регистрации достаточно ввести одинаковые данные с новосозданной почты. Это e-mail и пароль. Вводим e-mail почты. И можно тот же пароль, который мы применили к нашей почте. Далее сдвигаем ползунок направо до упора и нажимаем «Создать мою учетную запись». Добро пожаловать на AliExpress, получите купон на $2. Естественно, его получать не стоит и тем более применять. Мы сейчас сделаем более выгодную покупку. Закрываем данное окно и далее переходим на страницу редактирования адреса доставки и изменяем его для заказа с AliExpress в Крым. Хотелось бы уточнить, что в данном новом аккаунте AliExpress указаны одинаковые данные адреса доставки с моим старым аккаунтом, но без указания информации для таможни. Информацию для таможни указывать совершенно не обязательно, так как информация для таможни нужна только для некоторых платных служб доставки, для более быстрого прохождения таможенного оформления. Ну а для бесплатной доставки Почты России данная информация совершенно не нужна. Ну а если для заказа понадобится данная информация для таможни, то заказать товар не получится, пока мы не введем. Адрес доставки на данный момент заполнен почти весь на русском языке, а именно фамилия, имя, отчество заполнено полностью на русском языке. Далее в графе «Улица» написано название моей улицы Луговая, далее мы видим пробел и номер моего дома 66. И дальше через пробел написан мой настоящий крымский индекс, заполненный через русскую букву «Г». Далее край надо выставить овер, чтобы была возможность ручного ввода нашего города проживания. Далее мой город Севастополь, но написание данного города надо исковеркать, чтобы AliExpress не понял, что это название нашего крымского города. Мой город Севастополь написан русско-английскими буквами вперемешку, а именно первая буква, как мы видим, S английская, далее Е русская, буква В английская, буква А русская, С английская,
английская, Т русская, О английская, Н английская буква и последняя буква Л. Далее, как мы видим в графе почтового индекса, надо ввести несуществующий почтовый индекс. В моем случае была изменена первая цифра моего настоящего индекса 299 814 на однерку и ввел индекс 199 814. Но обязательно надо проверить, чтобы данный индекс не существовал в России. Для этого переходим на страницу поиска индекса на сайте Почты России и вводим данный индекс в графу. Именно данные города, выпадающие в списке, означают, что данного индекса в России не существует, и его можно вписывать в нашу графу почтового индекса в адресе доставки. Ссылку на данную страницу поиска индекса Почты России также оставлю в описании под роликом. Переходим на страницу редактирования адреса доставки и нажимаем кнопку «Сохранить». Друзья, а также данное написание адреса доставки будет постоянно изменяться, поэтому буду создавать дополнительные ролики с актуальным именно заполнением данного адреса доставки. И такие ролики будут называться на канале как дополнения, которые буду размещать в плейлисте для Крыма. Советую сохранить именно данный плейлист для Крыма, в котором хранятся всегда актуальные ролики и инструкции для заказа с AliExpress в Крым. Ссылку на данный плейлист также оставлю в описании под данным роликом. Ну а далее, друзья, перед заказом на сайте AliExpress надо обязательно перейти на него через кэшбэк-сайт для возврата процентов от наших заказов. Кэшбэк-сервисы — это такие сервисы, которые договариваются с магазинами о том, что будут приводить клиентов, и за покупку этими клиентами получают проценты. И именно с этими полученными процентами данные кэшбэк-сервисы и делятся с нами, то есть с клиентами. Обязательно регистрируйтесь на данном сервисе, ссылку оставлю в описании под роликом. И после регистрации надо активировать свой кэшбэк-аккаунт путем подтверждения электронной почты. Ну а далее просто переходим на AliExpress через данный кэшбэк. Для этого надо найти данный магазин, так как здесь более 2000 онлайн-магазинов, с которых можно вернуть проценты, я добавил AliExpress в свои избранные магазины. После заказа на сайте AliExpress кэшбэк вернется в наш профиль на кэшбэк-сервисе и будет в графе ожидания, а далее перейдет уже в графу, в которой мы сможем вывести данные деньги любым удобным для нас способом. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к фактической оплате нашего заказа с AliExpress в Крым. Очень приглянулся данный MP3 плеер, но у меня их заказано уже достаточно много, поэтому давайте закажем данный фитнес-браслет для бега. Выбираем комплект и нажимаем кнопку «Купить сейчас». Друзья, теперь на данной странице самое главное воспользоваться данным промокодом для уменьшения цены данного заказа на 250 рублей. Данный промокод работает только в новых аккаунтах и только на первые заказы, ценой от 320 рублей и выше. Правильное написание данного промокода оставлю в описании. Вводим данный промокод и нажимаем кнопку «Применить». Как мы видим, теперь AliExpress оплатит 250 рублей с данного нашего заказа. Но стоит учитывать, что данный промокод работает только до 30 августа. И если будут изменения по дате данного промокода, то обязательно об этом сообщу в следующих роликах на данном канале. Далее можно оплатить заказ любым доступным способом, но сейчас воспользуюсь банковской картой МИР. Можно сохранить карту, а можно и не сохранять, поэтому можно убрать галочку и нажимаем кнопку «Подтвердить». Далее, как мы видим, мы оплатим всего лишь 125 рублей и 45 копеек, а 250 рублей AliExpress нам дарит за предоставленные неудобства. Нажимаем «Оформить заказ». Друзья, обязательно напишите в комментариях результаты заказа по данному способу. Прошла оплата или нет, применился данный промокод или нет, а также отправил продавец заказ или нет. Если будет появляться ошибка 029, это в основном будет означать то, что AliExpress распознал, что в адресе доставки указаны крымские данные. И скорее всего это написание города, которое надо изменить. Все остальные вопросы можно задать в комментариях под данным видеороликом, обязательно все читаю и на все отвечаю. Поделитесь, пожалуйста, данным роликом во всех доступных социальных сетях и форумах, тем самым очень поможете мне и другим, заранее спасибо. Поставьте, пожалуйста, лайк под роликом, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Всем спасибо за просмотр, всем пока.